Алексей Н, Наталья Ю, Евгений Ш. Ребята, огромное вам спасибо. Спасибо за то, что поддержали меня. Знаете, в конце своих видео я всегда говорю огромное вам спасибо, ребята, за просмотр и всем пока. Я это говорю каждый раз от души, каждый раз с интонацией, чтобы вам было... Чтобы у вас было ощущение того, что я разговариваю именно с вами. Вы не подумайте, что я делаю это копипастом, типа один раз сказал и все, вставка. Нет, я это говорю все вживую, поэтому да. Заранее вам спасибо. Доброе утро! Джонни, фанаты Трога и Дирсы, мы снова здесь с очередной реакцией на Димаша. Мне кажется, я думаю, эта песня номер... А вообще, ты знаешь, сколько недель прошло с тех пор, как я слушал Димаша? Прошло где-то 4 недели, 3. Это слишком много недель. Это реально слишком много. Это уже по счету 42-я песня, на которую мы делаем реакцию. У нас были повторы, конечно, но их так много, что нужно возвращаться и пересматривать. Например, Story of One Sky. Мне кажется, ее нужно посмотреть раз 10, хотя бы ради визуального восприятия. Ну и все эти звуковые слои и прочее. Но в этом и был плюс концертного обзора. Слушать песни, которые мы уже слышали на втором прослушивании, а точнее на третьем, потому что мы слышали их еще на концерте, ты просто можешь воспринять намного больше. В этом есть ценность. Так что, когда мы дойдем до конца, мы просто начнем сначала, будем крутить по кругу и реагировать на нашу реакцию. Не нужно делать их еще длиннее. Сегодняшняя песня называется «Adagio». Не знаю, помнишь ли ты это название? Да, Лара Фабиан. Да, Лара, именно так. У меня есть заметки от Эрика Сарда, нашего эксперта по Ларе. Она написала текст на итальянском изначально, хотя музыка уже существовала. Потом выпустила эту версию. А английская версия, которую будет петь Димаш, это коллаборация между Дэйвом Пикколом, Рико Эллисона и Ларой. Не совсем понятно, кто что внес, но с Ларой в проекте можно быть уверенным, что смысл текста сохранен. Это так и так понятно. Изначально композиция была написана Ремо Гиозотто в 50-х годах. Да, просто добавь акцента. Да, Киозотто, итальянское что-то. Да, мне очень интересно услышать интерпретацию Димаша. Мы, конечно, не будем их сравнивать, потому что это два совершенно разных артиста, но связь Лары — это всегда круто. Мы ее тоже очень любим. Ой, кстати говоря, я Ричард. Привет, Ричард. А это Джонни. Привет, Джонни. И, ребята, если вы наслаждаетесь реакциями и моими переводами, ребята, прошу вас, подпишитесь на этот канал. Если вы вдруг не видели это выступление Димаша с песней Adagio, скорее всего, все Дирсы уже видели это выступление. А если вы вдруг не видели, то можете перейти по ссылке в описании, где будет ссылка на это выступление, где написано оригинальное видео Димаша. Можете там посмотреть. Поехали. Get my arm a little bit more out of the way. Oh, he's playing piano. Nice. I don't know where to find you. I don't know how to reach you. I hear your voice in the way. I feel your Его навыки пианино? Yeah. Нравится это вибрато. within my heart and my soul. I wait for you. How did I without you? All of my dreams surround you. I see any touch of pain. I'll fall into your embrace.
leave my house. Close my eyes and then away. But it won't be too bad. I want so far. I'm on saga. Nothing more to explain. I know I've got weapons. It's another place. Visa Crockett помогает с визами и грин-картами в США. Вам бесплатно оценят кейс, а по вот этим видам виз оплата после результата. Подробнее в описании. Я скучал по тебе, Димаш. Прошло очень много времени. Да, не говори. Я, кстати, слушал Димаша на прошлой неделе с Сэмом. И мы смотрели его выступление с песней SOS, другую версию. И это ему снесло крышу. Просто взрыв мозга. Знаешь, интересно наблюдать за прогрессом, потому что мы только что видели его вживую, так что у нас есть очень свежий опыт того, где сейчас его уровень навыков, да? И когда слышишь этот прогресс, то, на что я, наверное, больше всего обращаю внимание, это его английское произношение. Это то, что мы замечали даже совсем недавно, типа, это то, что он может еще немного доработать, ведь у него невероятные артикуляционные навыки. И мы понимаем, что у нас вообще нет никакого основания, чтобы критиковать чье-либо произношение на каком-либо другом языке. Мы-то сами не знаем никаких языков. Но это все с точки зрения наблюдения, да? Полностью наблюдение. Мы его не критикуем. Но это то, что можно дальше шлифовать. Но интересно слышать, что 7 лет назад ему было сложнее реально поймать форму гласных и все такое. Там очень много моментов. И это просто связано с другим языком, понимаешь, с тем, как мозг учится. И когда ты пытаешься петь или изучать много разных языков, мы понимаем, что английский по сравнению со всеми другими языками действительно сложный, особенно в произношении. И сейчас я явно слышу прогресс между тем, что он делает здесь, и тем, что он делает сейчас. Когда мы только начинали делать реакции на его выступление, мы были такие... Что, может стать еще лучше? И люди такие, да, станет намного лучше. И каким-то образом все становится лучше. Знаешь, дело в этих маленьких тонких вещах. Понятно, что его уровень уже высочайший, но появилась, возможно, большая глубина в подаче, в сторителлинге, то есть в рассказывании истории. И сам тембр стал чуть более насыщенным. И этот вау-фактор тоже, когда впервые слышите его, вы думаете, лучше уже некуда, это максимум. А потом вы сами знаете. Кстати, по реакции зала можно понять, что это, по сути, его первое представление миру, тот самый год, когда он вышел на международную сцену. И люди просто не могут поверить в то, что слышат. Типа, боже мой, что это такое? Я не могу поверить. Он так хорош. Yeah.
why not? Oh my god. Ah. А вы знали, что грин-карту можно получить не только через лотерею грин-карт? Если вы айтишник, предприниматель, инженер или другой крутой специалист, то можно подать петицию и получить грин-карту за пару месяцев. Рекомендую компанию Visa Crockett. У меня щеки болят, он заставляет меня постоянно улыбаться. И как будто все снова становится на свои места. Просто когда ты не слушаешь его несколько недель, ощущение, будто чего-то не хватает. Получается, в зале это его конкуренты, да? Представь, что ты сидишь там как участник. Они, конечно, все хорошие, но я просто представляю себя в молодости с этой мечтой выиграть конкурс, и потом видишь это. И все, просто собираешь вещи и уходишь. Дайте я соберу сумку хотя бы. Тот диапазон нот D, E, F5, который он взял. Столько напряжения там было, столько мощи. Я знаю, что это микс, но он настолько как бы плавный, невидный, что звучит как расширенный грудной голос. А это очень высокая нота для грудного регистра. Да, это очень высоко. И язык его тела, он буквально проживает каждое слово. И мне это очень нравится. Это отдача, этот эмоциональный риск на сцене, который он всегда берет на себя. Я не думаю, что мы когда-либо видели, чтобы он делал что-то в полсилы. Он всегда отдает максимум, ровно столько, сколько может в этот момент. В этом возрасте, 23 года, с тем уровнем, который у него был на шоу, каждая клетка его тела вовлечена в исполнение. И я уважаю любого артиста, который готов на такое, потому что это страшно. Наверняка есть волнение, но он просто уходит в это состояние, как автопилот, и полное эмоциональное погружение в песню. Вот послушай, вот это. Вот здесь. Ему не нужно делать модуляцию. И еще один раз вверх. Да, я знаю, мне это понравилось. Чистый тон, больше головного голоса, оперный стиль. Абсолютно чистый звук. Это пример того, как связки сначала работают плотнее, давая более грудной оттенок, а затем меняют положение гортани. Появляется белтинг, потом она отпускается, звук становится мягче, и дальше головной голос, где связки становятся тоньше. Это не два разных певца, очевидно, он просто соединяет разные техники, и именно это делает его таким уникальным по сравнению с другими вокалистами. Нужно признать, что сегодня он певец намного лучше, чем тогда. Но в этом раннем этапе есть что-то такое прикольное, особое такое очарование. Это энергия начала, ощущение открытия, как будто он впервые доказывает себя миру. А также есть этот дополнительный импульс молодости в районе 20 с небольшим лет. И это легкая сырость в голосе. Я вспоминаю Элтона Джона. Вначале его голос был более сырой, потом стал более отполированным. Но в этой сырости тоже есть своя привлекательность, понимаешь? Даже если говорить условно, эта необработанность молодости добавляет шарма. И мне нравится возвращаться и смотреть на него в этот период, когда он еще только утверждается. Это действительно круто. Я понимаю, почему многие просили нас посмотреть это выступление. Не потому, что это его самое сильное выступление, а потому, что это часть его пути. Вернуться в тот момент и снова его прожить. И я рад, что мы это сделали. Есть еще Your Love, песня, написанная Ларой и Игорем. Ее нужно обязательно посмотреть. И Passion, говорят, тоже важная. У нас впереди еще много чего. Мы планируем отдельную реакцию на Димаша в среду. Надень свою маску для сна и сыграй что-нибудь на пианино. Я хочу кое-что проверить. А, кстати говоря, сыграй Адажио. Ты же уже слышал эту песню дважды. Oh, I love this. See, now I want to take a nap. All right.
by everyone.